Друзья, всем привет, с вами Михаил, и сегодня на моем канале обзор по новому направлению из Екатеринбурга в Тамбов, соответственно и новый аэропорт. Сегодня это 31 июля, вылет авиакомпании Руслайн 8 часов 5 минут, прилет 8 часов 20 минут. Соответственно, несложно посчитать, что время в пути должно составить не 15 минут, а 2 часа 15 минут, потому что Тамбов живет в московском часовом поясе. Что мы увидим, точнее, чего мы не увидим на этом рейсе? К сожалению, авиакомпания почему-то решила закрыться, я не знаю, или в этом году, или на этих рейсах. В общем, по неизвестной мне причине мы, к сожалению, не увидим работу бортпроводника, а я думаю, что там будет один бортпроводник, потому что это CRJet 50-местный, там, как правило, работает один бортпроводник. Поэтому мы, к сожалению, не увидим демонстрацию аварийно-спасательного оборудования и обслуживания. Хотя там обслуживание заключается только в раздаче воды по запросу, но тем не менее. Все, что смогу снять, в основном забортные виды, их посмотрим. Аэропорт Кольцово, терминалы Б и А, построенные в середине 2000-х годов, соединенные с отелем Анжела 4 звезды. Здесь мы видим стоянку. Там тоже стоянка, но она, наверное, долгосрочного хранения. Информацию по стоянке рекомендую посмотреть на сайте аэропорта. Там у нас, если вы видите, центральный офис авиакомпании Уральские авиалинии. Далее ЖД-станция типа Аэроэкспресса. Там отель Лайнер 3 звезды. VIP-терминал вот с таким вот шпилем. И, собственно, сам аэропорт. Добрый день. Не размещайте ручную кладь у аварийных выходов и в проходе самолета. Благодарю за внимание. Ничего не надо, нет, в любую Пилот 711 рейс из Екатеринбурга в Тамбов, далее Краснодар.
Наш полет будет проходить на данном участке на эшелоне на высоте 9700 метров. Время пути составит приблизительно 2 часа. Просьба ко всем устраиваться поудобнее. Со всеми вопросами в процессе полета обращайтесь к нашему бортпроводнику. Его зовут Станислав. Всем нам желаю приятного путешествия. Спасибо за внимание. Полное устройство с функцией прямой передачи данных перевести на все время полета в авиарежим. Выключите и уберите в ручную кладь или на багажную полку все персональные электронные устройства, размеры которых не позволяют быстро и безопасно разместить в кармане впереди стоящего кресла. Все электронные устройства, размещенные в ручной кладе, должны быть полностью выключены. Уважаемые пассажиры, позвольте ознакомить вас с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Самолет имеет 4 аварийных выхода, 2 выхода в передней части и 2 выхода на крыло. Аварийные выходы ясно обозначены световым табло выход. Светлая дорожка, расположенная в проходе между креслами, укажет на ближайший к вам выход. В случае разгерметизации кабины кислорода маска выбрасывается автоматически с панели над вашим креслом. В этом случае немедленно потяните маску на себя, прижмите маску к носу и рту. Закрепите на голове, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте сначала кислородом маской себя, а затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табло. Застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с правилами использования и размещения аварийно-спасательного оборудования и персональных электронных устройств на борту нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Уважаемые пассажиры, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинку кресла в вертикальном положении, опустить подлокотники и убрать столики. Открыть шторки иллюминаторов, застегнуть и туго затянуть ремень безопасности. Пока горит световое табло, застегните ремни, просим вас не использовать наушники. Персональное электронное устройство разместить в кармане впереди стоящего кресла. Благодарю за внимание. При необходимости используйте лампочки индивидуального освещения, расположенные на панели над вами.
осторожности, пожалуйста, используйте средства защиты, находясь на борту самолета в течение всего полета. Уважаемые пассажиры, сразу табло застегните ремни по основному и кабину вам не расстегивать ремни безопасности без необходимости. В полете вам будет приложено вода по вашему запросу. Благодарю за внимание.
Температура воздуха в районе аэропорта плюс 22 градуса. Прошу вас провести спинкой кресла в вертикальном положении, опустив подлокотники, убрать столики. Открыть шторки, регуляторов, застегнуть и туго затянуть ремень безопасности. Когда горит световое табло, застегните ремни, прошу вас не использовать наушники. Персональное электронное устройство разместить в кармане впереди стоящего кресла. Выключите, уберите в ручной кладь или на багажную полку все персональные электронные устройства, размеры которых не позволяют быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла. Благодарю за внимание. Температура воздуха плюс 22 градуса. Просим вас оставаться в своих местах до полной остановки самолета, пока не погаснет световое табло, застегните ремни. К выходу мы вас пригласим. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Багаж вы получите в багажном отделении вокзала. Будьте внимательны и осторожны при выходе из самолета на трап. Молодежь корабля экипаж прощается с пассажирами рейса Конча. Благодарим вас за выбор авиакомпании «Руслан». Желаем вам всего доброго. Пассажиров, следующих до Краснодара на время стоянки, просим взять с собой в срочном укладе прийти в здание вокзала. Благодарю за внимание.
личные вещи, телефоны, документы в кармашках. Благодарю за внимание. Прошу вас к выходу. А там что, потом объявят снова? До свидания. Если не бесплатно, не надо было. Друзья, новый аэропорт в моих обзорах Тамбов встретил очень хорошей погодой, 20 с лишним градусов, 22 даже сказали в самолете. Короткие итоги. Кольцово 5, Руслайн. Ну, в принципе, вы там ничего не потеряли из-за того, что я вам ничего не показал. То есть обслуживание там минимальное, а демонстрация аварийно-спасательного оборудования как таковая отсутствовала. Просто по связи сказали по громкой, что нужно делать, и вот, в общем-то, вся демонстрация аварийно-спасательного оборудования. Но почему-то Руслайн что-то сейчас немножечко закрылся, поэтому я вот 4 балла поставлю по съемкам. И аэропорт Тамбова, который мы подробнее посмотрим в следующем обзоре и продолжим дальнейшее движение, ставлю 5 с плюсом. Аэропорт такой ретро, интересный, будем его изучать. Сейчас поеду в Тамбов изучать город. Всем пока. Хорошей погоды.